Здравствуйте, дорогие товарищи и друзья, дамы и господа. Это я попытался так сымитировать манеру речи Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК Компартии Советского Союза, КПСС сокращенно, потому что тема у нас сегодня именно такая – КПСС. Я назвал ее еще по поговорке анекдотической того времени «набор глухих согласных». Как вы понимаете, глухие согласные – это буквы КПСС. Все глухие, все согласные. КПСС – это была главная, более того, единственная политическая, партия в Советском Союзе на протяжении многих десятилетий его существования. Основана она была аж в 1893 году на Первом съезде. В 1898 году она распалась на большевиков и меньшевиков. После этого стала называться РСДРП в скобках «Б», то есть Российская социал-демократическая рабочая партия в скобках большевиков. Потом называлась она РКПБ, Российская коммунистическая партия большевиков, потом ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. И на 19-м съезде этой самой партии, это было осенью 1952 года, еще был Жив Сталин, ее переименовали в КПСС. В общем-то, многим большевикам это не сильно понравилось, тем более вот эти две буквы СС в конце, но тем не менее переименовали, а жаловаться, конечно, на это было очень и очень страшно. Что же такое КПСС, или как ее в Советском Союзе попросту называли одним словом, причем писали это слово с большой буквы – партия. Что такое партия? На самом деле, конечно, КПСС была гораздо больше, чем партия в привычном международном понимании этого слова. Фактически КПСС полностью руководила огромной страной, управляла всеми процессами, в том числе и, казалось бы, довольно мелкими. Тем более, что в стране была однопартийная система. Это, кстати, было не обязательно. В некоторых странах-сателлитах Советского Союза, скажем, в ГДР, по-моему, в Польше, в Венгрии, там были у них еще такие декоративные какие-то партии, примерно такие же, как сейчас имеются в Российской Федерации, там КПРФ, ЛДПР и так далее. Вот там тоже были какие-то крестьянская партия, аграрная партия, там еще что-то, но они не имели никакого значения, что на самом деле партия была одна. Генсек КПСС фактически выполнял такие же функции, как президент в президентской стране, то есть был, в общем-то, главным начальником по всем вопросам. Потом эта партия разделялась, на республиканские партии, то есть были коммунистические партии Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и так далее. У каждой был свой первый секретарь, который фактически во всех этих союзных республиках исполнял такую же роль, как генерал-губернатор. Затем, естественно, были партийные организации и во всех краях и областях Советского Союза, где, опять же, первый секретарь обкома или первый секретарь крайкома исполнял такие же функции, которые, примерно такие же, какие сейчас исполняют губернаторы. Партия была важнее всех остальных государственных органов в стране. То есть она была важнее, чем Совет Министров, она была важнее, чем так называемый Верховный Совет, несмотря на его громкое название. Но Верховный Совет – это был как бы советский парламент, но на самом деле, в общем-то, никаких выборов в этот парламент не было. Проходил туда всегда с результатом 99,9, так называемый нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Практически все в стране подчинялось этой самой партии КПСС. Как она была
устроено? Верховным органом КПСС считался съезд КПСС, который проходил последние десятилетия, он проходил где-то в среднем один раз в 4, один раз в 5 лет, но бывали периоды, скажем, все 30-е и 40-е годы практически, вплоть до этого самого 19-го съезда 52-го года, когда съезд не проходил вообще. А управлял страной без всякого съезда один конкретный чувачок по имени Иосиф Виссарионович Сталин. Ну и делал этот самый Сталин все, что угодно. Хотя были в партии некие такие руководящие совещательные органы. То есть был Центральный комитет Коммунистической партии. Это был такой довольно развернутый орган, в котором было где-то 400-500 человек. Во всяком случае, к моменту его распада было там где-то даже более 500 человек. Была организация под названием ЦК КПСС, которая обслуживала, значит, вот этот самый руководящий орган. В ЦК КПСС были всевозможные отделы, начиная от более близкого мне отдела культуры ЦК КПСС, который фактически осуществлял руководство культурой в СССР. И были там отделы международной, идеологической, легкой промышленности, тяжелой промышленности и так далее. Это при том, что, в общем-то, примерно такие же министерства были и в Совете министров. А еще была организация под названием Госплан, где все это планировалось. В общем, у меня такое ощущение, что там, конечно, был полный бардак и хаос, поскольку несколько органов дублировали друг друга, но все равно последнее слово всегда оставалось за Коммунистической партией и его ленинским, брежневским и так далее, сталинским ЦК. Располагалась она на Старой площади, по-моему, дом 2, дом 4, точно там же, где затем располагался аппарат президента. Сначала при Ельцине, а теперь, естественно, и при Путине. Только домов этих стало по сравнению с ЦК КПСС гораздо больше, то есть они прибрали себе еще некоторое количество строений и кварталов. ЦК партии регулярно собиралась на пленумы, на которых вырабатывались различные исторические решения. Некоторые решения были действительно очень важными. Скажем, в сентябре 1964 года на одном из пленумов убрали Хрущева, например, с первой генеральной позиции, его место занял Брежнев. Но чаще пленумы посвящались каким-то, конкретным вещам, скажем, промышленности или сельскому хозяйству, или идеологии. Единственное, что делало КПСС более или менее похожим на партию, так сказать, в привычном смысле этого слова, это то, что КПСС состояли члены. Более того, они даже платили членские взносы. Членов КПСС было очень много, то есть к концу существования этой партии, то есть где-то в конце 80-х, начале 90-х годов, было в КПСС порядка 14-15 миллионов членов. То есть, это дофига, то есть это чуть ли не каждый 15-й гражданин Советского Союза был членом КПСС. Кто были эти самые члены КПСС? Во-первых, это были все руководители советского государства. Все начальство обязательно, за редчайшими исключениями, состояло в КПСС. То есть, если вы директор чего-то, от крупнейшего комбината до какой-нибудь мелкой типографии или магазина, вы обязательно должны были быть членом партии. Какие были исключения? Иногда исключения делались для каких-то особо ценных творческих работников, которые по каким-либо причинам не хотели быть в партии. Скажем, главный режиссер театра на Таганке, великий Юрий Любимов, он не был членом КПСС, но, я повторяю, это было исключение, а не правило. А так, все начальство было в КПСС. Более того, если человек хотел стать начальником, если человек делал какую-то карьеру в Советском Союзе, то без членства в партии эту карьеру
сделать было невозможно. Но опять же, речь идет о административной карьере. Можно было быть, скажем, популярным актером или певцом, или кем-то еще, скажем, Алла Пугачева. Алла Пугачева не была членом КПСС. Вот, кстати, интересно будет ее как-нибудь спросить, чего ей это стоило, потому что я уверен, что ей предлагали вступить в партию. По-видимому, значит, она каким-то образом отбрехалась. Дальше в партии, естественно, были многочисленные представители класса гегемона, а именно рабочего класса. Поскольку, в принципе, считается, что коммунистическая партия – это, в общем-то, партия рабочего класса, то, естественно, было бы как-то неприлично, если бы в ней были одни чиновники-карьеристы. Поэтому в КПСС просто миллионами загоняли всяких рабочих, естественно, в первую очередь передовых рабочих, а также колхозников и так далее. То есть как бы была такая разнарядка, что все лучшие люди страны должны быть в коммунистической партии Советского Союза. Вот, это касалось и публичных людей, как я уже говорил, там всяких там деятелей культуры, науки и так далее. Но тут, я повторяю, возможно, были какие-то исключения. Ну, вот, скажем, мой дедушка был очень известным адвокатом. Он был первым адвокатом, которому присвоили звание «Заслуженный юрист РСФСР». Тем не менее, поскольку он вел сугубо не идеологические дела, а просто защищал там всяких доходяг, которые получали травмы на производстве, в общем-то, ему не обязательно было быть в КПСС, он, в принципе, мог и без идеологической поддержки тоже неплохо работать. А вот отец мой и мама, они были как бы работники идеологического фронта, поскольку имели прямое отношение ко всяким международным отношениям. И вот они как раз были членами КПСС. Но раз уж я заговорил о моем отце, то отец мой вообще представлял такой очень редкий экземпляр в Компартии Советского Союза, потому что по молодости он был одним из очень немногих, я думаю, людей, кто действительно верил в коммунистическую идею. Он был убежденным марксистом, таким очень был правильным человеком. Потом, постепенно, когда он обнаружил, что к чему. Сначала, естественно, Сталин, 20-й съезд, разоблачение культа личности, потом пошло-поехало. В общем-то, он догматиком не был человеком умным. В результате стал, опять же, редчайшим в КПСС таким антидогматиком-вольнодумцем. За что и пострадал, в 1982 году был из партии исключен. То есть обвиняли его, по-моему, в троцкизме. И поперли, значит, его из коммунистической партии Советского Союза. Но это был, я повторяю, очень-очень нехарактерный, нетипичный случай. В основном все члены партии были в высшей степени лояльны. Собственно говоря, для того партия и существовала, я думаю. Во-первых, значит, пропагандистский эффект, что все лучшие люди страны – это коммунисты. Если ты хочешь, значит, быть на хорошем счету, то должен быть тоже в КПСС. Во-вторых, наверное, то, что членство в партии был рычаг или там инструмент управления людьми. То есть в том числе и орудием шантажа тоже. То есть я себе легко представляю ситуацию, скажем, если взять более близкие мне какие-то культурные сферы. Подходит к актеру, который, может, там даже заслуженный артист РСФСР, и говорят: Иван Иванович, вот вы в спектакле «Большевики» в театре «Современник» играете Владимира Ильича Ленина, а сами не в партии. Ну как же так получается? Короче говоря, вынуждали Ивана Ивановича, заслуженного артиста, значит, идти в партию. При этом еще говорили: если вы хотите получить народного артиста, это уже более высокая ступень признания, то, конечно, тут только если вы будете членом КПСС. Соответственно, значит, становился Иван Иванович
членом КПСС, даже если ему этого не особо хотелось. И потом, скажем, мог с ним вполне быть такой разговор: Иван Иванович, тут надо подписать одно письмишко вот за то, чтобы вашего, так сказать, горе-коллегу, там, скажем, Юрия Любимого или там Андрея Тарковского, режиссера, чтобы его, значит, выслать из страны, потому что идеологически вреден. Подпишите, пожалуйста, это коллективное письмо, все наши, так сказать, ведущие деятели культуры это письмо подписывают. Иван Иванович говорит: нет, я не буду, я знаю Петра Петровича, он прекрасный человек. Я не хочу, чтобы его, значит, депортировали из страны как антисоветчика и так далее. Ну как же так, Иван Иванович, тут же ему говорят: вы же член партии. Партийная дисциплина, извините меня, партийная дисциплина. И вот при словах партийная дисциплина Иван Иванович тут же понимал, что если он будет противиться партийной дисциплине, то, в общем-то, из партии его вполне могут исключить. Это называлось «положить партбилет на стол». Придется ему положить партбилет на стол, а это уже чревато всяческими нехорошими последствиями, то есть, фактически это черный билет. Выгонят с работы, скажем, из театра, не будут снимать в кинофильмах. Был такой инструмент очень и очень убедительный, скажем так, и за это, в общем-то, многие талантливые, вообще говоря, симпатичные люди, и писатели, и артисты, и художники, и ученые, и так далее, в общем-то, они все тоже вступали в партию. Партия, в общем-то, была, конечно, такой очень однородной массой и очень конформистской по своей сути. Поэтому, на самом деле, мне вот до сих пор как-то кажется удивительным, что смог там как-то вырасти, выпистываться такой персонаж, как Михаил Сергеевич Горбачев, который, как известно, затеял всякие довольно глубокие реформы, перестройку, гласность и так далее. Я думаю, что это произошло все-таки в первую очередь не столько по каким-то идеологическим, тем более кадровым причинам. Произошло это из-за совершенно отчаянной ситуации в тогдашней советской экономике, отчаянной ситуации с войной в Афганистане и так далее. То есть надо было что-то менять, и поэтому сделали члены Политбюро, да, еще был такой орган, я забыл сказать, Политбюро. Это вот такая вот как бы высшая каста, элита партии. В Политбюро бывало, где-то так от 10 до 15 человек. Там еще были кандидаты в члены Политбюро. Это были как бы главные коммунисты. И вот однажды Политбюро, значит, выбирая между Горбачевым, как бы реформистом, и Романовым, это был первый секретарь Ленинградского обкома, который был консерватором-сталинистом, выбрали Горбачева. К чему это привело, вы все знаете. Надо сказать, что первым делом, точнее, не первым делом, в общем, начались, естественно, в обществе дискуссии, коммунисты долго не сдавались. В конце концов была отменена знаменитая статья Советской Конституции, где было написано, то есть вот в основном законе страны было написано, что коммунистическая партия является руководящей силой советского государства. То есть все. В Конституции записано, значит, иначе нельзя. И вот эту статью где-то, по-моему, в 90-м или в начале 91-го года, уже сейчас не помню, ее отменили. А потом был известный путч, где коммунисты, значит, проиграли, их карта оказалась бита. И, по-моему, в ноябре 91-го года Коммунистическая партия Советского Союза приказала долго жить. В общем-то, произошло это очень быстро. И казалось, что все вот эти коммунистические тоталитарные привычки, что все это уже изжито, что все нормально. И в 90-е годы, в общем, было похоже, что как-то постепенно наша страна избавляется от этого тяжелого наследия. Не столько даже идеологического, я бы сказал, сколько вот этого тоталитарного управленчества. Но потом, уже в 21 веке, будь он неладен,
К сожалению, как вы знаете, если не все, то, по крайней мере, очень много, и все худшее точно вернулось, хотя уже и не под названием «Коммунистическая партия», теперь это называется «Единая Россия» или что-то еще в таком роде. Так что коммунистические привычки не забыты, практикуются и по сей день в полном объеме. Это была очередная серия популярной советологии, серия, посвященная Коммунистической партии Советского Союза, КПСС. Кстати говоря, помимо КПСС как набора глухих согласных, еще переводили КПСС, например, как «Кампания против Сахарова и Солженицына». Счастливо! И следующая серия у нас будет посвящена комсомолу. ВЛКСМ, Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Так что готовьтесь.